Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, таро расклад, что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время, что ждет вас в начале лета с 1 по 10 июня. Давайте узнаем, что нам расскажут карты именно о начале июня. И я, конечно, допускаю, что не обязательно это будет с 1 по 10. Планетарные транзиты для нас складывают такую конфигурацию, и я могу предположить, что первые дни они будут проходить в таком относительно спокойном режиме. Но это может быть где-то в районе 7, 8, там как все ускорится может, вторая половина, она совершенно меняет динамику. И весь месяц у нас Марс в Тельце. Это как раз свидетельствует о том, что мы переходим от слов к планированию. Или когда мы более четкие цели перед собой ставим. Задаем себе вопросы, действительно нам это нужно или, может быть, да. Поэтому здесь будет конкретизация наших намерений и целей. Вот давайте мы с вами узнаем. Итак, что скрывает будущее? Как 3 знака судьбы достанем с вами 3 карты. На колоде 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Что буквально вам помогает, да, как открытые двери. И что может помешать на ваши достижения, на ваши планы, на осуществление мечты. Продолжим на колоде Таро. И первую карту мы с вами с неожиданности начнем. Да? Что будет для близнецов внезапно, неожиданно и, возможно, вас удивит. И вторая, соответственно, с кем будет связано это действие, да? И может быть, что прояснится. И к чему приготовиться? К чему все идет в течение июня? Как ситуация будет развиваться? Что будет меняться? Давайте такую карту тоже достанем. В какой сфере жизни произойдут перемены или какие энергии идут? И узнаем по основным сферам жизни, личная жизнь спросим, что ждет вас в начале лета, мои дорогие близнецы. И финансы также, что же ждет. Вот давайте на достижения, на ваши планы 3 знака судьбы. Вот как пойдут события, да, как тут будет что развиваться. Закрытых дверей нет. Но вот посмотрите, я говорила, мы здесь чем-то определяемся. Или для себя какой-то план, возможно, мы составляем, причем более такой детальный. Самое главное, Марс в Тельце, это то, что ближе к жизни. Это не совсем про то, что мы бы, может быть, хотели, или мы бы тут, так, в принципе, да, с позиции «было бы неплохо». Нет, вот здесь все конкретно, потому что тут осознанное достижение цели, по сути, по Марсу в Тельце. Но тут у нас, если мы говорим, открытые двери или закрытые. А вот и правда вы с чем-то определяетесь. Дверь шкафа, мои дорогие. Как будто примеряют наши девушки платья, наряды. Вот вы будете что-то примерять как на себя. Или как прицеливаться, может быть, к чему-то. Нужно мне этим заниматься или нет. Покупкам это могут быть вопросы, связанные либо с вашим творчеством, или, то дело, которое как хобби, или то, чем вам нравится заниматься, может, это и работа даже, да, или какое-то новое направление, которое вы хотите добавить, может быть, к основному месту работы. Приятное общение, может быть, тоже, да, тут такая ротация у вас может быть. Давайте достанем. Или личная жизнь. Точно личная жизнь, вообще вопросы статуса. Может быть, кто-то из вас задумается всерьез. Для тех, кто один или одна. А почему я так долго один или одна? Вполне вероятно, для кого-то из вас и денежная тема тоже будет одновременно присутствовать, если мы с вами говорим. А тут у нас еще интересная такая конфигурация. Именно в июне происходит Венеры и Юпитера. И Венера – это у нас планета малого счастья. Это и про деньги, это и про любовь, это и про семью. Но и Юпитер, когда... это где-то тоже пересекается с законом, со статусом. И у вас выпадает карта императрица. Но, видимо, самое ключевое, что вы захотите, у вас получится осуществить. И я должна сказать, ведь у вас и планетарно тоже на июнь месяц это время больших возможностей. Я не буду подробно останавливаться, иначе видео наше будет до бесконечности. Приглашаю вас на свой сайт, ссылки будут в описании под видео. Прочитайте мои статьи «Гороскоп на июнь месяц». И, я думаю, подсказок будет больше.
Но тут ведь может быть и по части работы именно статус, здесь может быть и по части личной жизни. Ну, давайте все-таки еще одну карту. Да тут победа, как помощь высших сил. И правда, это карта финансового успеха, буквально подарки. Вам высшие силы помогают. Мы часто говорим по этой карте. Это какая-то возможность. Да еще с учетом карты императрица, вы можете сделать для себя что-то волшебно хорошее. Либо, повторюсь, личная жизнь, либо финансы, все то, что по Венере мы говорим, да, это в целом благополучие. Может быть, это вот такие энергии. Вы можете решить некоторые вопросы по части жилья, недвижимости. Второй знак судьбы. Но решайте вы сами, правда? Нет закрытых дверей, вот обратите внимание. Как будто дверь открыта, человек сидит, и как будто мне и тут хорошо, да? Или я уже привык. А нам говорят, тут нет, тут, скорее всего, на что-то надо решиться, ведь это карта искаженного восприятия. Двери открыты к изобилию, процветанию, решению вопросов по поводу финансов, решению вопросов по поводу карьеры, работы. Да нет у вас закрытых дверей, мои дорогие. Это какое-то волшебное время. И даже если вы сейчас смотрите, и у вас, ну, какой-то сложный вопрос, который где-то вот и граничит с вашим благополучием, примите к сведению, что в июне, да, тут вот от вас ведь все зависит, да, или мы продолжим сидеть вот в каком-то таком ожидании, что вдруг завтра будет что-то лучше. Я должна сказать, что вам вообще как задача на ближайшее время количество переводить именно в качество. Ну, это как такое требование, да, высших сил, или вот все планетарные транзиты как-то тоже концентрируют вас именно вот на это направление. Ну и карты-то где-то тоже повторяют. Хочется открыть сразу третий знак, потому что... А эта тройка жезлов всегда карта будущего. По каким вопросам, по какой сфере жизни? Вот смотрите, пятерка пентаклей. Недостаток. Всегда по этой карте, но и пятерка, в принципе, недостаток. Здесь недостаток, как закрытая дверь, да? И нам показан человек, который уже в таком преклонном возрасте, то есть он уже чего-то добился в своей жизни, он уже чего-то достиг, но оказался именно как у разбитого корыта или оказался в какой-то ситуации, которая не приносит ни взаимопонимания, не дает, может быть, вот даже у кого-то совпадет и так чисто возрастной момент, когда мы сами себе, опять же, что-то внушили, что вот оно должно быть как-то так, а по-другому оно в моей жизни быть не может. Поэтому нам карта говорит, для тех из вас, у кого конкретно по финансам, например, да, есть у вас работа или есть какой-то источник один дохода, эта карта будет говорить, тут нужно искать альтернативный вариант. Может быть, пассивный доход. Может быть, это как через хобби монетизировать что-то. Возможно, это просто приступить к изучению, да, даже онлайн, офлайн. Неважно, сколько вам лет. Возраст значения не имеет. Тут вот именно нужно как-то выйти тогда. И тогда, в принципе, на июнь месяц у вас очень хорошие энергии. Но может быть иногда по этой карте отсутствие, как я сказала, взаимопонимания. То есть, может быть, и договариваться вам с кем-то придется для того, чтобы осуществить какой-то план. Я также не исключаю, опять же, что-то изучать. Оно того стоит. Возможно, для кого-то и примирение. Как будто нам нужно объединить, да, и быть правильно понятым. И одновременно правильно понимать людей, что они излагают, что они хотят нам донести. Может быть, где-то и фильтровать вы будете свое окружение, и я этого не исключаю. Ну, так значит, июнь самое время, потому что десятка пентаклей. Ну, вот это тоже изобилие, процветание. Вы посмотрите, у вас самые лучшие карты выпали именно на благополучие. Но с каким-то новым подходом, с новым взглядом на жизнь или с новыми планами. Что вас удивит? Что для вас будет неожиданно? Может быть, человек, который буквально принадлежит к знаку зодиака, водной стихии, рыба, рак, скорпион, или имеет асцендент, но по этим картам это близкие. Это может быть как член вашей семьи. Ну, может быть, и есть такой у вас друг, да? Ну, давайте еще достанем дополнительную карту. Все же персональная карта. Здесь, правда, какая-то тема личной жизни вас может удивить. Карта Луна.
которая говорит об эмпатии, о нежности, о ласке, о доме говорит, о месте нашей безопасности говорит. Поэтому что удивит? Здесь какие-то эмоции вас могут удивить. Может быть, это те эмоции, которые вы испытываете к конкретному человеку. Возможно, эта тема будет напрямую с домом. А возможно, это у кого-то примирение предстоит. Потому что по десятке мечей мы как будто изящное завершение. Завершаем, закрываем в прошлое дверь. И это не значит, что отношения завершаются, хотя я могу такое допустить. К примеру, статус, да? К примеру, даже ведь для тех из вас, у кого были сложные отношения, может быть, и был брак, а теперь проходят суды. Тогда вот в вашу пользу какой-то вопрос решится, то тоже тогда будет смена статуса. Вот бывает же такое, да, люди уже не проживают вместе, уже понятно, взаимопонимание утрачено. Но де юре вы еще как будто связаны именно по документам. Ну вот тут какое-то освобождение у вас, похоже, будет. Ну и наоборот, для тех, кто, может быть, долго дружит, встречается, да, тут явно есть тот человек, которого вы знаете, это не совсем новый человек. А может быть, вас таким человеком еще и объединяет как собственный проект. Здесь может быть такое, как через ваше вдохновение, может и как семейный бизнес или какой-то общий. Ну вот когда именно людей объединяет какая-то одна цель. Здесь можно получить и приятные эмоции, еще и деньги, хочется сказать. Ну, буквально так. Конечно, карта, что удивит. Карта Луна. Не рискуйте собой. Избегайте толпы. И если вы случайно оказываетесь в толпе, знайте, вам в другую сторону. Мы себя сохраняем. Но десятка мечей нам говорит о том, что даже если ты идешь на какое-то перемирие, близнецы, или ты понимаешь, что, ну, вот я не хочу потерять, допустим, какое-то общение, я не хочу потерять эту работу, и я не хочу потерять какую-то еще возможность, тогда договариваться придется. Вот это, скорее всего, так. И так, чтобы и взаимопонимание не было утрачено, но кто знает, может быть, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Это вас цело может удивить. Здесь какой-то, как новый источник дохода, вы сами для себя можете как раскрыть. Или пусть это будут даже первые шаги. Первые шаги в каком-то новом направлении совершенно. То, что вам еще предстоит изучить, разобраться, потому что карта Луна – это сумерки. Нам нужно понять, как это работает. Работает эта система или работает конкретно какой-то сервис, которым вы будете пользоваться. И это будет вас удивлять. Что-то вы новое тут будете узнавать, а старое словно отступает назад. Ладно, с чем это связано? Давайте поподробнее. С деньгами, правда. Все-таки денежная тема, ну, оно, собственно, даже по открытым дверям. Вот вам куда-то в этом направлении. Вообще, это карта шанса, это возможностей и действий. Поэтому кто-то из вас, либо вы сами определяетесь. И, кстати, для этого может быть такое стечение обстоятельств, когда вы получаете какую-то новость. Восьмерка кубков. Как будто мы понимаем, что вот прежде мы жили в каких-то своих представлениях, мировоззрениях, а тут наступает время идти вперед. Но ведь это карта выбора. У вас именно по части, может быть, финансов будет какой-то серьезный выбор. Здесь нам даже не говорят, что конкретный человек, но то, что вы будете именно по финансам что-то обдумывать, а вот и конкретный человек, и для кого-то из вас. Это может быть страстная любовь, отношения. Но по королеве жезлов это может быть какая-то конкретная персона, которая вам интересна, вы заинтересованы, потому что это совместный проект. Может быть, это и работа. Вполне вероятно, вам какую-то дилемму нужно решить, когда есть, с одной стороны, ваш интерес и есть то, что вас не устраивает. И по этой карте может быть и конкретный человек, да, который рожден под знаком зодиака стихия огня, ну или имеет там асцендент, тоже не исключаю. И, кстати, не все люди это знают. Так вот, у вас может быть такая целеустремленная персона в вашем окружении, когда вы поймете, что вот этот проект кому-то интересен, но каким-то образом захватывает и вас. Вы понимаете, что в этом вы можете добиться большого успеха. Вот это, если мы говорим
с чем или с кем это будет связано. Но если мы говорим, что прояснится, то какая-то денежная ситуация, опять же, у вас проясняется. Ну, давайте последнюю карту еще достану. И денежная, и чувственная. Где-то ведь нам об этом говорили вот первые карты, да? Второй именно. То, что вас удивит. Есть тут взаимосвязь между интересом, может быть, таким материальным, как ни крути, у нас туз пентаклей, но есть еще и интерес чувственный. Хотя у кого-то это не чувственный будет интерес, а именно вот то вдохновение, которое нас заставляет идти вперед. Хорошее настроение. Это те люди, которые буквально нас радуют. Нам приятно их видеть. Это те люди, которые, ну, умеют, может быть, как-то преподнести свое творчество. Или те люди, которые нам приносят хорошее настроение, мои дорогие. Вот таких людей держитесь, хочется сказать. Тогда удастся больше. Следующая карта. К чему приготовиться? Что или к чему все это идет в течение июня? Четверка кубков. Вы знаете, перепады настроения могут быть. То вам что-то интересно, то я ничего не хочу. Вот это точно. Будьте внимательны. Девятка мечей, восьмерка мечей. Практически об одном и том же. Нет, как вот эта клетка открыта, так и тут нашу деву ничто не сковывает. Глаза завязаны. Она именно в какой-то глубоком размышлении или смотрит, как мы говорим, психологически вглубь себя. И она не замечает, что происходит вокруг. И по факту это ей кажется ведь только, что руки цепями скованы, и вокруг словно забор. Но если бы она открыла глаза, на самом деле этого не существует. Вот смотрите, тут все будет зависеть от того, насколько вы сумеете как-то очень здраво оценить, что происходит в вашей жизни прямо сейчас и что происходит вокруг. Ладно, так что тут еще будет в июне? Опять деньги. Какая-то денежная история. А что это такое? У вас как будто финансы, ну, либо ограничивают, либо аркан мир. Возможно, это будет связано с работой, удаленной у кого-то работой. И мы, конечно, надеемся, что везде восстановится мир. Или, по крайней мере, сильные мира сего будут более склонны договариваться. Из какой страны мира вы бы не смотрели мой расклад. Я должна сказать, в последних вообще моих прогнозах карта мир выпадает все чаще. Поэтому мир идет к миру. Так хочется сказать, мои дорогие. Но тут ведь правда, какие-то барьеры падают. Пусть это не за один момент, что прямо все, вот, как будто свободная территория, широкое поле. Но тогда шаг за шагом мы как выходим из периода ограничений. Ведь это итоговая карта, 21-й, последний старший аркан. Когда мы получаем итог, вот к чему все идет. Какую-то работу над собой тут придется провести, это факт. Потому что как и настроение может меняться от воодушевления к какому-то разочарованию. Но, видимо, какая-то эмоциональная стабильность, мои дорогие, в течение июня вам будет совершенно необходима. Чтобы правильно отделить зерна от плевел, чтобы правильно отделить, что следует продолжать, за что следует держаться, а что отпускать. Вот, видимо, это ключевой момент. Что будет меняться? Где или в чем, или в какой сфере жизни произойдут перемены? Дела, работа, бизнес и откуда к вам приходят деньги. Более того, карта победителя. Вообще шикарный прогноз, ну где-то. Здорово. Но карта нам говорит еще и о том, что да, тут победа, она вроде как возможна. Но мы на этом не успокаиваемся. Пусть это одна какая-то, как одна заслуга, одна победа маленькая. Но нам придется и ее удерживать, и саму победу как будто развивать, что будет меняться. Скорее всего, вы получите какую-то бумагу или у вас состоится разговор. Иногда это сведения от ваших детей. Может быть, очень важная беседа. Когда, кстати, после этой беседы вам придется делать какой-то очень важный выбор. И эта беседа может быть даже с кем-то из ваших близких. Возможно, она касается именно денежного эквивалента. Допускаю, что с вами могут быть не согласны. Кстати, вы как будто с учетом четверки пентаклей, ну, будете, ну, как свое мнение, свое видение какого-то вопроса.
Возможно, вам будут говорить или предложат в чем-то участвовать. Может быть, и новость какая-то поступит, такая, что вам придется решать какую-то задачу, которая будет, правда, зависеть именно ваше вдохновение, ваше вот именно как самореализация, вот так вот более глобально. Вот здесь будут какие-то перемены. Поэтому дважды, трижды, наверное, вот эти карты, которые как ограничивающие, да, вам придется принимать какой-то выбор, да, вот и вы его делаете. И очень ответственное решение. Почему так говорю? Этому может способствовать как разговор, или, может быть, получение важной бумаги, информации, или я допускаю это даже если это будет с кем-то из близких. Но вопрос-то будет касаться либо документов, либо, может быть, на будущее, да. Может быть, это и дела, темы, которые с дальними родственниками связаны. Поэтому тут, ну, все же есть какое-то сообщение. Но, видимо, вам его придется как проанализировать и принять все-таки окончательное решение. Выбор, он присутствует. Но по тузу жезлов это то наше решение, которое делит нашу жизнь на период до и после. Где-то нам об этом говорили. Десятка мечей. Вот, может быть, это то, что вам будет предложено. У вас состоится такая беседа, внутренний диалог с самим собой. Буду я на это откликаться или нет. Но больше ведь карта говорит о том, что не упусти какой-то момент. И именно это будет означать добрые перемены, которые будут касаться дела, работы, бизнес или какие-то важные документы. Ну и откуда к вам приходят деньги. Что ждет в личной жизни в начале июня, в начале лета? Как-то сложновато. Иногда это карта усталости. Может быть и правда, вы много работаете. А может быть и, знаете как, та работа, когда и основная есть, а еще и дома какая-то подработка. У кого-то может и по ночам. Тут буквально от работы устал. Или, знаете, это усталость, когда ничего не меняется. Когда вот, ну вот, есть какое-то разочарование. Вполне вероятно, какие-то сложные и отношения. Ну вот смотрите, выпадает снова у нас пятерка пентаклей. Может быть, на личную жизнь с кем-то утрачено взаимопонимание и одновременно не решены финансовые вопросы. Астрологически говоря, у вас может быть такой компонент, когда вы с каким-то человеком, ну вот именно связаны материальным каким-то, ну, может быть, материальным документом или материальным участием, денежное, да, и вы как будто от этого устали. От какой-то нагрузки, от прессинга вы устали. И вам, скорее всего, смотрите, по аркану справедливость, придется какой-то однозначный выбор делать. Как будто это точно. Что-то вы не хотите продолжать, что-то вы бы готовы были завершить. Но нам тогда эти все карты будут говорить. Тогда тебе, может быть, нужно как подготовить какую-то почву. Может быть, совершить какие-то важные переговоры, разговоры, чтобы в чем-то точку поставить и идти уже вперед. Ну вот интересно, но ведь не у каждого так. Опять же выбор по части личной жизни. И вот смотрите, аркан справедливость – это всегда карта кармы. Причина и следствие. Поэтому у кого-то из вас это могут быть какие-то темы, которые касаются личной жизни. Может быть, и перекликаются, опять же, с финансами. Но это не новая история, это какая-то старая, прежняя. Но вот именно в июне вам дается возможность на доработку, да, может быть, исправить ошибки, выровнять какую-то ситуацию или, наоборот, довести ее, эту ситуацию до логического конца и уже, может быть, к этому не возвращаться. Высшие силы нам помогают, если мы что-то сделали хорошо прежде. Тогда через руки других людей, через, может быть, какое-то совпадение, как стечение обстоятельств, пространство нам помогает. А мы говорили, помощь высших сил. Его Величество случай тоже тут присутствует как-то на личную жизнь. Но может нам и судьба вернуть, как работу над ошибками. И тогда нам дается время для того, чтобы мы что-то переначали, переделали. В конечном итоге у вас опять же десятка пентаклей. Две карты совпадают, мои дорогие. Да, две пятерки. Тут как будто вот этот недостаток перевести в изобилие, процветание, взаимопонимание. Кто-то буквально может улучшать
комфортное жилище как бы делать, да, создавать, что-то менять дома, может быть, и переезжать, или, в принципе, план по переезду как таковой, или дела семейные. Но для тех, кто из вас один или одна, может быть, и я не могу сказать, что это точно какое-то новое знакомство, которое, ну, будет на далекий период времени. Скорее всего, это маловероятно. Тут есть тоже такая опаска. Вы можете, вообще много людей будет в вашей жизни. Или, может быть, какие-то новые контакты, да, которые к вам приходят. Ну, тогда не торопитесь делать выводы. Потому что поначалу может показаться, вот прямо это то, что нужно. То, чего я долго ждал или ждала. Здесь нужно вот разумно подходить к этой теме, так ответственно. Но тут ответственность присутствует, хотя кто-то из вас напрямую просто какие-то документы будет по жилью, по финансам и именно личной жизни, где-то вы взаимодействие оформлять. Так вот, финансы, что ждет? Хотя нам уже, по-моему, все карты выпали. Вообще ведь это ваша карта. Это карта также эксперта, юриста, адвоката, поэтому или высокого чиновника. Человека, который статусный, наделен властью. И это, конечно, как и вы сами, так и знаки зодиака, стихии воздуха, еще весы и водолей. Или, может быть, есть конкретный человек такой, да, с которым пересекаются вопросы финансов. Но вполне вероятно, это вы, как посещение банков. Какие-то, ну, может быть, даже рутинные темы, которые вы будете именно согласовывать. Тем более у вас выпадает аркан «Справедливость». Поэтому для кого-то пересмотр документов, или переделать какие-то документы, или отправиться по инстанциям, разобраться, как работает отношение вас закон. Так что же там по деньгам? А тут, знаете, как триггер может быть, что вы получаете, правда, какую-то новость и понимаете, что вам именно теперь пространство дает возможность что-то изменить. Вы можете столкнуться даже с человеком, ну или столкнуться с собственной мыслью, что я вот именно теперь хочу действовать. Или вот именно теперь, чтобы не упустить время, мне как пространство дарит какую-то возможность. Что это такое по финансам? С чем это связано? Вот смотрите, у вас, когда выпадает в моих раскладах 2 короля и более, ну у вас всего и 3 уже выпало короля, но именно на деньги выпадает король пентаклей. И это какой-то консерватор. Но всегда консерватизм идет по архетипу карты. Но, видимо, обстоятельства как-то будут меняться. Или новые предпосылки будут. Вы можете по деньгам узнать какую-то новость. Что-то меняется, система взаиморасчетов меняются. Может быть, налоги меняются. Документы какие-то тоже меняются. Вам нужно что-то подготовить, пересмотреть, переподписать, с кем нужно встретиться. Да, я бы сказала, тут вот именно какие-то согласования. Может быть, и важные встречи, контакты, и это будет касаться, как и какого-то неожиданного известия. Но точно так же, когда, ну, с людьми вам придется держать связь, контакт или договариваться. Вот я именно так это вижу, потому как, знаете, у вас с учетом аркана Луна будет хорошо работать интуиция, поэтому, видимо, энергии будут таковы, как вы получили какую-то новость. Вам захочется ее так рационально со всех сторон как будто рассмотреть. Какие это мне несет плюсы, какие минусы. И вот какие-то плюсы вы не захотите упустить. Это точно по деньгам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишите мне искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.